Всем привет, ребят! Мы продолжаем проходить Elden Ring. Значит, остановился я в пещере. Там нужно будет нам завалить босса, и потом будем дальше исследовать вот эту вот всю территорию. Надо будет сходить сначала к этому дереву, потом сюда прогуляться, и потом мы будем находиться, пойдем вот сюда. По прохождению этого города, по идее, мы должны попасть к одному из сюжетных боссов, Микелла ее зовут. Я так предполагаю, что она находится вот тут. А потом уже после этого всего дела, наверное, я больше за сегодня и не успею пройти. Так что, ладно, будем посмотреть. Что получится, то получится. Все, поехали. Сначала босс. Так, что у нас тут? Давай на призыв сначала, да? Потом надо как-то кометой, наверное, это дело все лупить. Я не помню, как его с первого раза-то прошел. Так, вызываем. Чуть не шотнул, падла, а? Мне бы просто подобраться к нему. Ну давай вот так. Игра продолжает зависать, к сожалению. Первый раз, кстати, она зависла именно во время боя. Подождем. Ах ты падла, это ваншот, да? Да, это ваншот. Та-та-та-та-та, половинку я ему снял. В принципе, все так и надо делать. Единственное, что почаще уворачиваться. Хотя, по идее, куда еще чаще, а? Странно, когда я с этим чуваком бился первый раз, проблем было меньше. Так. Все равно попадает, ты смотри, а. Как бы ты этот... С какой бы ты скоростью от него не уворачивался. Вот, а сейчас не попал. Ну, только перекатами дистанцию сокращать. Ах ты гнида, а. Почему-то он на меня не реагирует, а точнее на этого, на фантома моего. Я, наверное, не вовремя, да, это сделал? Да. Ай-яй-яй. Просто так флягу просрал, чтобы он еще и завалил до кучи. Что за хрень вообще? Какой-то жесткий тип. Слушай, давай, наверное, попробуем и каплю вызвать.
Стихия, конечно, штука прикольная, но давай попробуем изменить. Вот это тоже. Включаем из списка. Не попал. Что-то беда какая-то. Ага. Капля у меня забирает примерно половину моего здоровья. Вторую половину он вышибает своим хвостом. Интересно. Надо еще попробовать. По идее, если от этого удара увернуться... Ну, тут тайминг надо выждать. Он поведение, кстати, изменил свое. Но все равно внимание только на меня. Блин, он увернулся. Я не достаю. Надо ближе. Что ты западло-то такая? Ну почему он исчезает? Где фантом мой? Он просто бегает вообще. Занимается ничем. Да, так, по-моему, таким образом мы побольше урона нанесем. Пока эту комету перезарядишь. Ему по башке не прилетает. Все, осталось-то добить чуть-чуть. Давай. Наконец-то. Слушай, ну босс непростой. Метеорит от стеля. Угу. По-моему, это прикольная штука. Ладно, давай отсюда выбираться. Эта штука прикольная. Скорее всего, и даже, в принципе, местами, я думаю, будет эффективно. Но у меня такая магия была. Вот. Сейчас она просто как усиленная версия ее. Пойдет. Как говорится, в хозяйстве все пригодится. Даже ее попробовать. А нет, туда далеко идти. Так. Раз. Два. Три.
Там 4. Ну и 5 будет уже город. Сейчас поставим обратно Тихею. Все нормально. Мне бы, конечно, до костра добежать, до какого-нибудь. Ладно. Глядишь, может, что и попадется. Не думаю, то, что я там что-нибудь прям интересное найду. В ближайшем будущем. Но пробежаться стоит, я думаю. Так, там у нас летающие эти, как куда поют песни свои. Давай-ка мы вот так вот сделаем. Ты что, не попал-то? Все, я не успел. Быстрей. Еще быстрее. Да, блин. Я успел? Нет, не успел я, походу. Да. Долго соображал. Ладно. Хрен, подожди, нет. Все, магию хотя бы восстановил. О, давай, наверное, караванчик этот, да, обнесем. Сейчас мы мелочь сначала раскидаем. Ну, правда, глядишь, может и пуха какая-нибудь прикольная попадется. Что ты вылупился? А? Ух ты. Ну, это самые такие, наверное, серьезные были товарищи. Среди прочих. Все, да? Ну, вот этих, наверное, снарядами попроще будет. Кстати, от каких пор они двигаться начали? По-моему, раньше они не шевелились. Или я просто их быстро очень убивал. Я не знаю. Так, ну -1. Ну и вообще, по идее, их можно вообще не убивать. Ничего там страшного нету. А-та-та. Не попал. С этим мне повезло. А вот ему не очень. Все, до свидания. Песчанку заработал, да? Как говорится, день прошел, в кармане $1. Давай посмотрим, что тут лежит. Текущий изогнутый меч. Текучий. Ладно. Пригодится, может, когда-нибудь. Благодать. Давай-ка зажжем.
Да, кстати, надо же и посидеть. Я так понимаю, что я вот куда-то туда по прямой иду, вот к этим скалам. Это не точно. За чуваки. Один застрял, а другой его откапывает. Ну ничего же не видно вообще. Че я сюда приехал? Подожди, ага. На двойку идем. Тут просто скалы бесполезны. Я думал, это какое-то строение или еще что-то. А тут что-то как-то... Мало того, что не видно ничего, так ты этот какой... Бесполезняк всякий. Не хотелось бы единственное, что костры пропускать. Что такое? Что происходит? Там какая-то магия. Вот, блять, я так и знал. Воу! Замечательно. Потому что ты едешь и не видишь вообще ничего. Ну, сюда придется возвращаться. 150 косарей рун все-таки пригодится. Так, я наверх сюда скакал. То, наверное, лучше повернуть все-таки вот сюда. Двигаться как-то вот в этом направлении. Хотя нет, надо выше подниматься. Видимость вообще нулевая. Зачем так делать тоже? Аж самому хочется жмуриться. Вот вообще все белым-бело. Сейчас какой-нибудь обрыв пропустить вообще как нехер делать. Так, ну вот эти головы я помню. Еще выше. Так, а где я душу-то оставил? Я попробую их еще найти сейчас. Вот, скорее всего, рядом с ним. Ах ты падла. Просто за 2 удара мне все здоровье вынес. Так, ну это башня какая-то. Хорошо. Блять. Это какая-то башня. Бля, они появляются заново. Давай хотя бы условия прочитаем. Альбинорская башня.
чтобы войти решить загадку. Ну, загадывайте тогда загадку, я ее решу. Ну, это говорит о том, что пойди сделай то, не знаю что. Вот, в общем, весь расклад. Пошли к дереву, короче. Только надо спуститься адекватно как-то. Вообще обрыв какой-то. Меня и лошади лишили. Ошибись. Я не буду ее менять на этот. На фляге пошли они в баню. Надо спуск искать. По идее, я должен пересечь замороженную реку и потом куда-то туда. Но я не знаю, что там за загадка такая. Факт в том, что там довольно-таки опасные чуваки появляются. А вот в этой вот видимости вообще как-то не очень подобные загадки решать. Я не думаю, что там будет что-то прям очень хорошо полезное. Кстати, вот я плюс-минус видеть начинаю. Да. Здесь будет тяжело, во-первых, найти хоть какую-нибудь эту. Хоть какую-нибудь пещеру. Привет, лайк, вам что еще не отключили YouTube? А мне нет. Мне пока не отключили, а тебе отключили YouTube. Так. Во-первых, вот там омут призыва. Так, если он активен, то мне кажется, тут будет босс. Давай-ка призовем. Все-таки я потрачу флягу одну. Бля, ну не видно же ни хрена вообще. Крабы. Отстой. Даман 72. Мне не отключат, я гражданин ЕС. Ну, и нам тоже не отключат. Ну, не отключили пока. Слухи есть, но ничего более того. Ну, как говорится, слухами земля полнится. В новостях читал тоже, ничего такого прям. Категорически никто ничего не говорит. Опа. Вот он, басец у нас. Дай-ка мы Тихею призовем. 72. Ну да. Площадка-то хорошая. Че он с кем-то воюет вообще? Что происходит? Что-то у нас этот змей пошел с кем-то воевать, и он ползает. Почему? Я, походу, ему вообще не интересен. А, он убивает этих хреновин. А теперь... Ай-яй-яй. Теперь он и до меня добрался. О. Даман 72. Давай дальше стрима, я побегу. Давай, счастливо. Кстати, надо помнить, то, что у нас змей любит еще и хвостом треснуть. Давай, 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 последний удар. Не понял, откуда у него здоровье.
Что происходит? У врага почему-то появилась лишняя полоска здоровья. Ага. Давай, наверное, тихие поможем. Товарищи этих забодать. Нет. Я постою. Пусть он их валит там. У меня потому что мана тоже не резиновая. Может, сюда как-то можно подняться? По идее, если я от этого, от своего фантома далеко уйду, он просто исчезнет. Возможно, здесь можно как-то пройти. Только я не понимаю условий. Так, ну и все. Ни хрена тут мне рун насыпали за этого дракона. Ну окей, пошли, короче говоря, туда, к дереву. О, там еще одно подземелье. Сколько активности просто вообще. На квадратный метр, да? И босс тут тебе, и подземелье. Так что... Пещера забытых. Забытых кого? Ну, видимо, об этом история умалчивает. Давай хоть поглядим. Кстати, левел надо вкачать, чтобы душку не потратить. Так. Я не знаю, что качать по сути. Сила 20. Но мне особо-то и не надо. Ловкость тоже хватает. В принципе, всего-то хватает. Да, и стойкость. Я, может, какую потом тужурку хорошую одену, ну, в смысле, какие-нибудь латы прикольные. Чтобы не в тряпках бегать, как маг. Вот прям, чтобы был боевой какой-нибудь, я не знаю. Так. Потекали изучать все это дело. По-моему, я в ледяных пещерах еще не бегал. О, а я их не заметил. Я слышу, что кто-то хрипит. Давай. Я не знаю, правда, в какую мне сторону. Что пишут? Дверь не является в видениях. Да ну, гоним. А вот тут какой-то свет. Возможно, это тайная пещера. Не, тоже нет. Ладно. Причем в самом начале у тебя ход разделяется на два. Ну и скорее всего он соединяется. А блестяшку заберем. Ну, почти. Руна героя.
Ну, я не знаю. Попробовать, конечно, надо сохранить. Я запутался, откуда я пришел. Так, я забежал и сразу 2 цветка. Ок. Здесь тупик. Попробую души сохранить и этот как его. Я думаю, если все руны хлопнуть, которые есть, то еще может быть еще на 1 левел хватит. О, я не вижу кто там. Так. Не, давай-ка мы поставим это дело, потому что не видно ни шиша. Да, потом еще надо будет сходить в этот. Как я здесь? Я думал, что это я в другой половине-то оказался. А потом на дерево будет идти. Тут пробежаться. В конце город. Вот тут еще посмотреть. Я не думаю, что тут какой-то будет много активности. Так. Не, все правильно иду. Тут тоже ход какой-то. Да, выгонь. Не, нормально. Все равно успела чем-то стрельнуть. Как это падла долго замахивается, но трескает наверняка. Буквально 2 удара ты покойник. Сейчас бы не запутался, куда я шел. Мне кажется, все равно тут ходов хоть 2 в разные стороны в самом начале. Все равно ты приходишь так или иначе к одному боссу. Это по-любому. Так, вот с левой стороны мы, наверное, этих ребят игнорируем. Пусть себе сидят. Шел я примерно по прямой все время. Никуда особо не сворачивал. Так, я должен выйти, да. Тут 2 цветка. Топаем еще дальше и забираемся вот сюда. Блин, или сюда. Первый знает. Я, по-моему, сюда шел. Да. Да, я сюда шел. Надо души забирать. Все-таки там сколько? 140 тысяч. Тысяч. Не, ну вообще делают они что хотят, конечно. В смысле могут тебя вот треснуть вообще с любой точки. Или с текстуры лупят и все такое. Так. Все, я успел. Давай полечимся вот этим делом. Маны все-таки побольше, а ППшка-то пригодится. Да, нашмаляли мне полный перья.
Полную жопу перьев точнее. И дальше. Странная пещера, конечно. А, серьезно, тупик. Сюда. Ну, конечно. Не знаю, пошли ход искать. Короче, я пришел в тупик. Блин, да что получается, мне к началу надо идти, что ли? Хотя вот здесь еще можно свернуть. Где большой был айсберг. Вот тут поворот. Ну, и тут посмотрим, что есть. Тоже тупик. Либо где-то будет стенка. Бег и тогда прыгнуть. Зачем? Сюда, чтобы попасть? Понятно. Можно и с другой стороны без всякого бега забраться. Так, давай тогда к началу вернемся. Где-то же проход должен быть, правильно? Так. Да, вон еще какой-то проход. Ну, как правило, в пещерах всегда есть этот, как его, рядом с боссом. По сосулькам половину ударов прошлось. В пещеру заходишь, рядом с костром должен быть босс. О, ни хрена, тут еще и крысы. Да, видно их такое себе, конечно. Ну-ка, что пишут? Впереди предмет. Лжец. Предмет предметом, босс-то где? Блин. Ну, такие стенки искать, это, конечно, просто иголка в стоге сена практически. Тут придется каждый этот обойти. Каждую подозрительную стенку ударить. Поэтому давай-ка мы призовем помощника. Может быть, человек, которого можно призвать, он хотя бы знает, куда идти. Приветствуем его. Печалька, я думал, подземелье будет более очевидно. Здорово, мужик. Куда идем? Катаной и посохом бегает. Че, куда бежать? Показывай дорогу.
Ага, значит, бежать все равно надо прямо, да? Ты подожди, что, я там какую-то стенку, что ли, не ударил? Я иду. Да. По-любому я какую-то потайную стенку не собрал. А, вон еще где проход. Да вы издеваетесь. Блин, вообще не заметил его. Да, тут уже ближе к делу. Басец. Ладно, он там добьет. Я поэкономлю пока это. Я поэкономлю манну. Нам надо в самый низ падать, я так понимаю, да? А, вот сюда. Оп, и еще ниже. А, я не разобьюсь. Оп. С маской прям, это, смазку дают много. Нужна на 300 лет. Ну все, по идее, до босса, да? Ну вот он, босс. Наконец-то. Так. Комета. Ну, давай вот так. Такой себе босс, кстати. Он почему-то тут один. Я уже привык в таких подземельях с двумя боссами биться. Двуручник золотого порядка. Ишь ты. Спасибо, дружище, что дорогу указал. Поклон. До свидания. Все, пошли на выход. Да, вот такое вот помещение, подземельице. Ну, быстро пробежал, и слава богу. Оно и нашлось, в принципе, внезапно. Я его особо не планировал. Так что, нормас. А вот это вот не очень хорошо. Хрена себе. Придется посидеть. Так, стой. Сейчас мы руну хлопнем и еще уровень поднимем. Коль такая это. Пьянка. Сколько надо-то? Да, так. 20 тысяч хватит мне для уровня? По-моему, нет. Надо еще немножко. Да, 24 тысячи надо. Сейчас поднимем. Уровень-то, блин. Инвентарь. 2000 надо. Ау, немножко побольше получилось, ладно. Я то же самое сейчас подниму. Повысить уровень. Вот стойкость, да, по-моему. Да.
Вообще этот параметр не качал. Ни разу. Надо сейчас по-быстренькому выбраться отсюда. Эти каракатицы, они бешеные. Эти там краб еще заодно. Все. Теперь получается, что нам нужно выше подняться и забраться туда, где дерево стоит. Ну, ни хрена же не видно. Ну, там где-то по прямой можно забраться будет. И, скорее всего, омут призыва тут для как раз этой ящерки-то, которая ползала. Нападала почему-то она на этих, на мобов сначала. Потом только на меня хоть как-то обратила внимание. Так, а здесь я карту брал, да, уже? А, к дереву. Я не помню, я подходил к нему или нет. Скорее всего, нет. Я так понимаю, я там в гору упрусь. О, альбинор или как и... Странные чувачки. Так, мне главное этот прикол. А я не туда иду. Стой. Дерево еще выше. Пацанов вообще не заметил. Что, дерево еще выше? Ай, ладно. Так, давай мы это дело все отменим. Как-то так примерно можно будет забраться. Так, единица прямо тут рядом. Так, 1. Так, вот. Циферку я эту просто уберу, чтобы она не мешалась. А подниматься надо наверх. Вон туда. Скорее всего, на коне. Тут сейчас будет тоже босс. Только что-то стражников возле него многовато. Так. Хлопаем фляжку сразу же на призыв. Тихею ставим. Босс появится и призываем. Так, древо. Лучше мелочь всякую сейчас разбить, чтобы они потом во время боя Тихея на них не отвлекался, а конкретно бежал на босса. Только босса почему-то нет. В чем дело? Где босс? Да вали ты нахрен. Ага.
Так, где-то там еще один гулял товарищ. Он куда-то удрал. Либо застрял в деревьях. Подсолнух дали. Кай. Как-то это все подозрительно. Главное, дерево есть, боссов нет. Я уже привык возле таких деревьев с боссами драться. Вон он стоит. Я себе спрятался. Так, ну и все, туда по идее. Сейчас я по стенкам пробегу, посмотреть, что тут вообще. Вдруг еще какая-нибудь пещера. Скорее всего, нет. Да, в принципе, ничего такого. Ладно, пошли босса валить. Так. Давай вот тихие призываем. Примерно тут. О, бодайтесь там пока. Ай-яй. Да, вот эти штучки опасны. Быстрей. О, блин, ну кто ж там знал, что там обрыв? Как обычно. Вот подстава, а? Этот заборчик какой построили, я не знаю. Ну, где-то с правой стороны. Слева, точнее. Попробуй еще найди этого босса. Так. По деньгам там, в принципе, не очень много, так что не будем эти души спасать. Если не получится, то не получится. Какие, что не атакуем? Та-та-та. Прилетела. Я думал, у него снаряды все закончились. Обычно только к дереву подходишь, этот босс сразу же на тебя бежит. А тут что-то как-то попробую достань его еще. Еще и мелочь всякая. Так, а давай-ка мы вот так вот сделаем. Оп. И комета ему. Та-дам! Почти.
Фу. Я слишком близко к нему подошел. А мне надо было просто 2 секунды прожить. Я еще хочу. Чуть-чуть бы подальше стоял, он бы загнулся сразу же, пока только ко мне бежал. Парарам-пам. Вот подальше немножко я встану. Давай, тихее. Это бахаем. Это бахаем. Ну и вот так вот. Заряжаем. Не то. Теперь я не попал. Тоже не то. Ну что, серьезно? Вот падла какая. Один раз он тебя бьет, он тебя не шотает. Ему надо 2 удара, допустим, сделать. Что-то все как-то все не слава богу. То с обрыва треснешься, то одно, то другое. Как говорится, 5-е, 10-е. Да, конечно. Я даже не знаю, что эффективнее. Комета его лупить, либо еще чем-то. Так, тихий отвалил. Свалил. Все, валить надо. Тихо. Я еле ушел от удара. Давай, давай еще раз. Все, покойник. Как-то так. $160 000 за него дали. Колючая треснувшая слеза, лопнувшая критальная слеза. Ну, это, наверное, что-то такое для зельеварения. А там еще кто-то умер. Тихее, ну что ты уже ходишь? Уже поздно. Все уже подохли. Так, ну чего? Дерево наше все, да? Давай вот как-то вот в этот участок. 1, 2, 3. Обойдем, костерки позажигаем, да всякое такое. Глядишь, может, что полезное найдется. Ну, хотя вряд ли уже. Лично мне. Еще, блин. Деловые. Для меня это вряд ли что полезное уже найдется. В принципе, с моим-то левелом прокачки и оружием. Ничего подобного-то и не надо. Как бы все, что нужно, уже есть, причем очень давно. Так чисто, для любопытства. Ну потом к Кимкеле надо вот в этот город. Где-то там искать портал или что-то такое. Так. Тут, возможно, будет где-то костер. Ардина, литургический город.
Прикольно. Нет, нам не сюда. Там уже опять стрелять начинает. Семечки мне уже тоже не нужны, у меня максимальное количество их. Но... Так, давай на единичку. Черепашки бы попасть, конечно. Но я там, в принципе, ее отметил, так что я в любом случае к ней попаду. Что это за чувак? Фантом. Ну ладно. Так. Вот это что у нас? Пещера какая-то, нет? Нет, не пещера. Собака одна ходит и все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Просто медведь прыгает на тебя и сваншотил. Вот как? Причем лошадь была на полной скорости. Надо за душами идти. Как это у медведя. Ненавижу мишек. О, как далеко идти. Плохо дело. Стой. Души вон там. Мишки отстойные враги. Я не думаю, что я даже вот в той конечной точке, там где я тройку поставил, я там что-то найду. Вот так, чисто пробежаться. Надо в город пердолить туда вот. Который летаргический город или что-то такое там написано было. Плохо, что возле Мишки сейчас опять придется тусить. Михаил довольно опасный. Волки тусят. Это NPC или кто? Нет. Это какой-то мол настороженно зырит, как работают у него там эти линмарики. А я, по-моему, тут очухивался, да, и воевал с фантомом призывным каким-то. Дедуха. Все. От Мишки подальше пойдем. Пустоватая локация, кстати. Хрена, там салюты. Ух ты. Так, и завалить можно. Что он, блин, и сделал. Воу. Так, ну главное к ней подойти. К этой хреновине, а остальное нормально. Какой-нибудь просто так душу улучшим. Я не знаю, в принципе, то, чем я сейчас занимаюсь, это мне не особо нужно. Что-нибудь да удвоит.
какой я ноги еще не лупил? Тут главное определенное количество черепов отбить. Тихо. Оп. Но эту штуку определенно надо посадить на землю. Раз уж она так опасна. Тихо. Раз уж она так опасно стреляет. Штуками, да, быстрее вали. Главное здоровье следить еще тоже. Ну. Все, посадил. Я думаю, что черепа не отлетают. Давай посмотрим, как забраться сюда. Да-да. Не знаю я, чего улучшить такого полезного. Че? В смысле, это пустая черепаха? Да зашибись. Я, короче, зря с ней воевал. Как Дон Кихот. У нас же тоже бесполезно Дон Кихот с мельницей боролся. Ну ладно, хотя бы она стрелять не будет. Я думал, не все, все черепахи, во всех черепахах, их, кстати, немного по игре разбросано. Я думал, во всех черепахах можно найти удвоение душ. Нет, это не так. Причем далеко не так. Что тут такое? Кто-то там большой спит возле стеночки. Ну-ка, ну-ка. Серебряный зеркальный щит. Да, посмотрим, что это такое. Снаряжение. Так, мой весит 4,5. Этот весит 3,5. Но у моего плюс 8 закалка. Тут нулевая. Причем он лучше защищает от магии и от огня. Скалирование тоже. Но если вот этот тоже прокачать до плюс 8, он, наверное, будет неплохо. Эй. Ага, а у меня тут не работает. Кто такая вообще? Эй. Можете сесть на коленки? Любовь сейчас не помешает, так что семена не требуется. Сейчас физически не помешает. А что делать-то с ним? Я думаю, надо какой-то квест сделать, чтобы эта женщина как-то двигаться начала. Я не знаю, в чем дело. Вернемся. Щит на место. Кстати, что у нас по шмоткам? Ага. Так, оно весит 7 килограмм, кстати сказать. Слушай, тут некоторая одежда весит гораздо меньше. Так-то можно что-то другое одеть. Крянский рыцарь, допустим.
Ну тут все уже. Пошли по 13, по 11 килограмм. Ну там и защита, конечно, лучше. Все. Так. Допустим. Стой, это у нас что? Послал. Пока прыжок не этот какой. Прыжок пока не замедляется. Ну, давай посмотрим. Айден после. Эх, перегруз. Но с этой шапкой я могу прыгать. Подожди. Называй меня Мистерио. Кстати, давай-ка мы, прежде чем вот туда идти, по идее это все наверху. Посох Лусата качнем. Это раз. Посмотрим насчет зеркального щита, может быть его качнем, это два. Я думаю, надо будет загуглить, что же за дамочка такая сидит там. И как с ней сделать квест. Так, усилить оружие. О, поиск посох Лусата. Так. Теперь щит. Вот он, слеза. Кузнечный камень мрака для него требуется. Ну давай. Слушай, он гораздо будет лучше, чем тот щит, который я таскаю. Я еще на килограмм выиграю по весу. Ну давай его, наверное, да? Я не знаю, до восьмерки. Восьмерок мало. Давай, наверное, вот так оставим. Всяко лучше он будет по цифрам. Скалирование тоже от мудрости D. У меня восьмых и девятых камней точно немного. Так, короче, пускай будет. Так, сравниваем. Посох Азура и посох Лусата. Он гораздо лучше. Вес такой же, да? Да. Ну-ка, описание. Так, принадлежало злодею Лусату. Мозг и череп, увы, жизнь ее покинула, должен продолжать источать силу, увеличивает мощь чар первозданной магии Лусата. Но на их сотворение требуется больше. Окей. То есть, короче говоря,
Мы быстрее будем синими заклинаниями лупить, но больше тратить из-за этого манны. Ну и ладно, в принципе. Ну-ка, этот рог, если на башку я напялю. Повышает мудрость. Насколько? На 4 пункта. А тут вообще на 6. Заветно повышает мудрость, но снижает здоровье и выносливость. Хм. Ну-ка, если мы вот рог напялим. Эти 5. Слушай, а эти штуки инту прибавляют, да? Подожди, давай мы пройдемся. Я что-то не обращал внимания. Какие у нас на голову шмотки повышают какие статы. Так, вот это мудрость, окей. Тоже мудрость, но не шибко. Тоже мудрость и силу заодно. Стойкость. И мудрость. Ничего. Тоже ничего. Колдовство. Тоже мудрость. Ловкости немного. Опять колдовство. Вера вообще. Колдовство. Стой. Ага. Так, интам. Ничего. Сила. Тоже ничего. Ловкость. Ну, они плюс-минус как-то все. Мне выгоднее, конечно, таскать вот эти дела. Что в мудрости прям 94. Но чисто с эстетической точки зрения. Мне вот почему-то этот рок нравится. Ну прикольный же. Полный сет, короче, хостный. Так, ну давай. Мы сейчас идем куда-то. Стой. Если здесь и есть какие-то костры, то я не знаю где они. Поехали в город. Я если что-то в этих кострах найду, то... Ну, мелочи какие. Наверное, перегруз там получится. Сейчас надо посмотреть. То одеться-то я оделся, а надо же левел поднимать. Да, перегруз тут же. Оп. О, ровно килограмма мне не хватало. Вот такой вот боевой маг у меня получился. Не, ну так-то что, неплохо. Стой, статус. По факту. Что получается? Ну, мудрость 88, ловкость. Ну, в принципе, ничего не изменилось. Единственное, я мудрости теряю, если одеваю шлем этот. Ну, не принципиально, да? Я не думаю, что я прям пока в мудрости нуждаюсь. 90-й левел это как 88-й даже левел. И так уже перебор. Если что, качнем.
Я только не знаю, что качать. Либо стойкость, чтобы поднимать конкретно вес снаряжения, либо мудрости добавлять. Ну, тогда у меня придется обязательно медальон один носить. Вот, посмотрим. Сколько лучников. Так, слушай. Описание усиливает любые чары. Стой, а тут? А, ну тоже ускоряет. Ускоряет сотворение любых чар, однако повышает расход. Я что-то читал то, что для каждого определенного этого, ну, то есть заклинания синие, все смотря каким цветом ты заклинаниями лупишь, таким цветом желательно посох таскать. Ну, посмотрим сейчас. Сравним. Чё к чему? Ну, по идее, плюс-минус особо разницы там не должно быть. Сидим. Кстати, у меня еще и хпшки поднялось чуть-чуть. Враг? Нет, просто фандом какой-то. Это все похоже на... Как же город-то? Город магов был или что-то такое. Довольно-таки нудная локация. А, можно было прыгать по крышам, да, и вот там вот эти штуки зажигать. Давай изучим. Странно, но никто не нападает. Я думаю, что здесь какие-то маги тоже должны быть. Да, наверное, перерывчик сделаем. Сейчас я посмотрю. И заменить одежду. Что произошло? Что-то меняется, а вот что непонятно. А, плащ добавляется, плащ снимается, короче. Ну, значит, ладно. Так, давай, наверное, перерыв. Сейчас я подойду. 3 минуты.
Поехали. Что-то, мне кажется, надо вот туда пробираться. Нет. Никого нету. Это очень подозрительно. Скорее всего, все фантомы, которые сидят, потом встанут. Не может же такого быть просто пустой город. Я не верю в это. Так. Вон там будет портал, по-моему, к Микелле. Доспех черного ножа. Ну-ка, ну-ка. Может, он лучше даже. Капюшон. Ну, он весит меньше. Все равно. Святости какой-то добавляет. Перчатки. Ну, понятно. Ну, в общем, тут, как обычно, все оружие, точнее, все то, что ты можешь одеть, нет, чисто эстетически. Ладно, полезли, короче, тогда на крыше. Смотрим, что оттуда можно сделать. Так, у нас подъема получается 2, да? Фантомы просто сидят. Чтобы туда пробраться, что нужно? Закрыто печатью. Ну, какую-то из башен нужно зажечь. Потом поднимутся все фантомы. Зажгите огонь на 4 статуях узилищ. А вот теперь на меня будут нападать. Подожди. А покинуть никогда? Ладно. Я бы, конечно, предпочел сначала до конца все там пройти. Чё, кто? Кто? Да кто стреляет? Прикольно. А я сейчас сразу же в этом узилище окажусь. Так. Ага, а душу мои тут. Давай мы обойдем. Появимся на крышах, посмотрим, что там можно взять сначала.
Вот, короче, почему они давали этих доспех черных ножей. Мы сейчас только с ними, по-моему, будем воевать. А вот таким образом я типа изучу локацию. Ну, типа, как я смогу попасть на вот в эти вот точки. Ладно, я понял. Ну, вторая башня. Яичко спящее. Так, ну тут, значит, первое. Первое костер у нас вот там будет. Ну, невидимых черных ножей, конечно, блин, тяжеловато победить. Попробовать. Ага. Печать по-прежнему находится там. Как мне его найти? Драпать от него на крышу? Он бежит. Я его слышу. Ладно, хотя бы хоть что-нибудь зажгу. Второй. Тут понятия не имею, где третий, конечно, искать. Ага, там печать брала. Тихо. Блин, а как туда попасть? Ну, фантомы повставали, походу, все. Как воевать с тем, кого ты не видишь? Два костра зажег. Надо посмотреть хотя бы, как к третьему добраться. Где-то тут у меня, да, завалил. Ну, попробуй еще душу найди свою.
Все нормально. Так. Ах, и двери все закрыты. Надо где-то найти, получается, 2 подъема. Причем довольно-таки быстро это сделать. Потому что там фантомы найдут тебя. И тебе хана. Так, отсюда. Так, по-моему, да, бежать. Больше беспокоит чувак невидимый. Сейчас надо убедиться, вообще зажег ли я. Ну, типа, игра засчитала то, что я запалил 2 костра уже. Падла. Да, игра засчитала. Там он еще что-то горит. Угу. А как мне его найти-то? Бля, не призывать никак. Вы серьезно вообще? Биться с тем, кого не видно. Замечательно. Не, в обход надо идти. Стой, а этот костер там остался? Нет, костра нету. Прикольно. Как-то надо победить того, кого не видно. Причем я его услышу только по шагам. А. Вообще круто. Тупо ваншот вообще. Вообще, очень интересно.
Тут надо четко знать, куда идти. Так вот, на второй костер. Как я смогу попасть? Зажигая каждое пламя, у тебя, по идее, должны открываться другие новые двери. Я думаю, что на лестнице надо подниматься. Все костры на крышах. Почему нельзя? О. Ну, туда надо добраться. Что, я это могу? Нет. Как попасть в это здание? О! Тихо, тихо, тихо. Да, бля. Надо как-то быстро заскочить на крышу. Всех убить. Это будет третий. А еще где один искать, я вообще не представляю. Хер бы с ними, с этими душами, да? Нафармим, если что. Дело в том, что они стреляют стрелами. А у меня магия не долетит туда, скорее всего. Да, ну, не, я не достану. Ситуация прям. Ну, поднимай ты, блядь. Он щит не поднимает, и все.
Забравшись на крышу, надо типа как-то перекатами добраться сначала до одной точки, запрыгнуть, завалить чувака. По идее, второй не должен до тебя выстрелами доставать. Сейчас комету поставлю. Может быть, повезет и проберусь. Ну, допрыгивал же. Да, блядь. Они не дают добежать. Они вдвоем стреляют. Либо обход искать надо. Так, мне надо на центральную вот эту башню. Тут не лестница, ничего такого нет. И она хорошенько ограждена от других зданий. Да? Так, стой. Со ступенек я могу в этого чувака попасть? Вон он сидит. Если я сюда куда-нибудь заберусь. Стой, я вон на той башне не был. Я рискую, конечно, душу потерять, но блин бы с ней. Как воевать с такими врагами, если ты их не можешь даже ударить? Издевательство, честное слово. Так, ну я хотя бы третью свечку зажгу. Как с четвертой быть, я что-то пока не представляю. Чего, не пройти? Так. Ну, такая же история. Жить тебе секунда вообще. Ну, посмотрим, может быть, эта свечка какие-то другие двери открыла. Минус 150 косарей, кстати. Ой, блин, ну и локация, конечно. Почему так мудово нужно попадать к боссу? Ну что за хрень? Причем это босс сюжетный. Все, по идее, меня только вот эта башня интересует.
какой-то же стороны этих лучников можно же стрелять. Не знаю, я не вижу. У тебя просто нету времени посмотреть, что делать. Я сейчас просто запрыгнул на крышу, и я успел сделать 2 кувырка. Какой там нахрен отхил? Вообще дебилизм какой-то. Причем один вот тут стоит, стреляет. Второй с другой стороны, но до них не добраться, не дотянуться никак. Опа. А он куда делся? Он куда-то ушел. Ну, поднимайте щит свой. Ну и чё, где он? Пошли его искать. Вернее, искать ракурс, откуда я могу попасть еще в него. Надо было залпом несколько ударов сделать. Я, может, и попал. Давай, забирайся. Это вот вообще отдельное здание, и как на него попасть, и хер его знает. Опа, чувак. Быстрей. Все, я успел. Я лучше полечусь. Ну и в баню. До верха я могу не дожить. За каждого по 4000 дают. Неплохо. Все. Я выполнил условия задачи. В городе спала печать. О. Если бы я еще души спасал, то это бы заняло еще больше времени. Ну вот, все, идем к Мкеле. Да. Я не знаю, сколько придется до нее еще идти, там, наверное, тоже целая локация.
Святое древо Микеллы. Прикольно. Очистить. Переть придется в самый низ. Вниз, в центр. Вот туда. Я вот не помню, с другим посохом у меня они быстрее подыхались. С 3 ударов или с 2. По 1,5 штуки за каждого дают. Ну пока они не видят, они в принципе безобидные, но как только они тебя замечают, они могут, у них здоровье вырастает. Раз, два. Хотя сейчас почему-то не особо выросло, ну ладно. Священный бутон. Какие-то блестяшки валяются. Я вот не знаю, нужно оно мне вообще или нет. Ладненько. Оп. Это какой-то толстенький. Оба. Но у меня прилетело неплохо. Полечимся. Это мне дается, тут просто руны будут постоянно валяться и все. Недолет. Надо было с прыжком. Как обычно, перемещение тут самый смак. По веточкам, по жердочкам. Кстати, сразу же есть омут призыва. Прям на входе. Может быть, у нас и бассейн где-то неподалеку. Явно не тут. Тихо. Я думаю, мне хватит. Тихо, тихо, тихо. Блять, ваншот, ну серьезно? Такое ощущение, по-моему, он меня сейчас с этими пузырями не 3 раза, которые он 3 штуки же выпустил. Он не 3 раза меня треснул, а раз, по-моему, 8 мне прилетело. Ну не 8, 5 где-то. Сложность этой локации не в мобах, а потому что ты по веткам деревьев прыгаешь. Блин, я что-то не хочу к нему идти.
Да, блядь, он вообще чуть-чуть не долетел. Причем он задел об обрыв, его аж этот касанием его отодвинуло. Ошибись. Ну, не Assassin's Creed, короче говоря. А за уступы не цепляется. Датская локация. Комета. А теперь он не добил. Вот как? Очень побежали, короче. Та-та-та. Ну как? А, о, чё творят, а? Пошли в жопу, муравьи. Чё-то лечу, хер знает куда, ну ладно. Не попали. Вообще не попали. А это цветки тогда мажет, да? Так, там спуск вниз. Да, ну и локация, короче. Отстойно. Тупо спускаешься вниз, короче говоря, страдаешь на вот этих чуваках. Так. Я хочу вниз подняться, наверх. Страдаешь, короче говоря, на белых этих чуваках. Ладно, этот так подохнет. Хотя это все можно просто пробежать. Ага, вот пидор. Он специально там стоит, чтобы тебя столкнуть просто отсюда. Да, сложность этой локи в том, что ты, во-первых, не знаешь, куда идти точно. А во-вторых, тебя, так как какие-то деревья,
эти как вам. По веткам ты прыгаешь? Ну, не один, так другой, да? Мобы. На маленьком участке большая концентрация мобов, чтобы ты очень долго к ней пробирался. Давай-ка, наверное, сейчас мы наверх сбегаем. Чисто проверить, посмотреть, что там есть. Как? Ты только начинаешь уровень, на тебя уже сразу же моб бежит. Это вообще не добивать. Ну, никак не добить. Ну, я так полагаю, что мне вниз. И ниже, и ниже, и ниже спускаться. Появляешься ты наверху, спускаться надо вниз. О. Тихо, я особо не помешаю. Зачем сюда? Хрена вас тут отряд. Сама выпил? Ну, не то что... Да, странная локация. Вообще странная. Что-то даже хрен его знает, мне вниз или вверх. Пойдем куда-нибудь. Все равно долго я не проживу тут. Прям всех убить не получится. У тебя просто подъем, чтобы прийти в никуда. Так, давай смотреть, куда тут еще можно. Вот. Скорее всего, это типа какой-то срезки или что-то в этом роде. По идее, ты спускаешься вот тут. Там оказываешься этажом ниже.
Дядька-то непростой. 25 тысяч на него аж навалили. Тихо, тихо, тихо. То есть ты видишь его, пытаешься выйти, короче, а тебя вообще с двух сторон атакуют и другие убивают. Круто. В духе Dark Souls. Слушай, ну сюда, блин, на самом деле стоит спускаться. Это кто? А, я думал, враг какой-то. Тихо, тихо, тихо. Предназначение этих чуваков чисто тебя сталкивает. Только для этого они. Так, а отсюда-то чё, куда? Угу, там костер. Тут у нас... Угу. Ну, пошли к костру. Если к костру, значит, иду правильно. Еще спуск какой-то. Насколько эту локацию не пройти прям? Надо выбирать, короче, по какой стороне ты пойдешь. Ну-ка, вот это. Давай, давай, иди сюда. Подожди, может, он метеоритами? О, пробил броню. Свидос. Улитку давай сюда. Уже до свидания. Все, экономим. Думаю, что мне там делать особо нечего. Опля. С этим мне повезло. Я куда-то упал, чтобы удрать. Да, стоит там только тебя заловить, и ты почти покойник. Идти-то. Бля, они атакуют. Стоять. Быстрей. Быстрее.
Бля, он прям залез на меня. На одном хп. Так. Да, надо идти. Они прям как зомби. Все за мной. Ладно. Короче, его только метеориты берут. Все. А этих мелочев вот так раскидаем. Кстати, я тупанул, тут же это, да. Мог свалиться просто. Очень много мобов на квадратный метр. Причем они вообще со всех сторон могут висеть. Подожди. А тут... Когда они ваншотили? Ну вот когда? Бля, это жопа какая-то вообще. Максимально двинутая локация. Чё, кран? Воу-воу-воу-воу-воу! Ну, видимо, там у меня впереди просто много душ валялось, вот меня и захерачили. Понятно. Такими темпами я просто сегодня до конца стрима, наверное, вряд ли до Микелы добегу. Потому что такая локация. Вот, а сейчас они меня, по идее, да, добить не должны. Потому что, скажем так, ставки невелики. Все, бам. Блин, я не ту флягу выбрал. Так, отсюда. Ага. Все. Тут явно на этой локации нафармить-то не получится. Тихо, тихо, тихо. Спокойно себя ведем. Хоть успел все равно ударить, а? Чё, короткий лук. Так. Естественно, просто на тебя бредет толпа. Толпа шотающих мобов. Замечательно. Сколько их там еще?
Я еще одного вижу. Ни фляг не добавляет, ничего. Сейчас туда добежать, 3 фляги улетело. Понятно. Так, ну он меня заметил, это хорошо. Комета. Где это падла? Застрял. Сука, он заходит за косяки. За дверной проем. Че ты стал? Я не знаю, ни туда, ни туда. О, здрасте. Я ничего не вижу вообще. Так, ну вроде мне не сюда. Я не буду ману тратить. Так, значит, надо вперед идти. Все, я тогда, короче, сюда не поворачиваю, как подохну. Тут мне делать нечего. Вот тут, короче говоря, 2 входа. Можно туда пробраться, прямой. Можно вот так вот. Так. У меня 2 фляги осталось. Так, ну хорошо, один подох. Кстати, возможно, я уцелю. Проходу тут 3. Но все сливается в один. Дотянусь? Почему он не попадает? Зато у него ваншот. Замечательно вообще. О, у меня конфу оказалось быстрее и лучше. Да, наверное, пробежимся, посмотрим. Хреново, что у меня фляги заканчиваются. Точнее, они уже кончились. Тут... Не, ну, кстати, возможно, уже финишная прямая. Костерок и все такое. Я думаю, если Микела самый сложный считается боссом, то возле нее должен быть какой-то костер. Просто если тут обычный клин Марики где-нибудь, то это будет издевательство. Почему-то тут
Лифт. Что происходит? Стой, омут призыва. Вон там босс. Лоретта. А можно не Лоретту? Ну серьезно. У меня магии нет, тупо с ним биться. Лореттой ваши. И как бы все. Ну, ожидаемо. А куда тогда лифт ведет? Это я ничего не понимаю. Может быть, возле лифта костер? Ну, в смысле, опуститься вниз, и там будет костер? Да вы угораете. Ебать, такую даль херачить просто. Я, видимо, где-то костер продул просто. Ага. Ай-яй-яй. Нет, этих двоих по-любому надо убивать. Блин, ну чё, просто, ну чё за дичь? В такую даль за боссом и бежать, еще столько мобов впереди. Да у меня на одних магов только половину моих фляг уходит. Нет, либо где-то костер должен быть, либо это реально какой-то троллинг. Ну вот как просто. У тебя впереди ты бежишь. Ну вот. На предыдущей крыше там 3 босса фактически стоит. Ну вот это набьет, ладно. Вот один там, второй. Неуверенный в себе маг. До свидания. А этого выманивать. Я должен успеть его убить. Да, я успел. Так, нет, так дело не пойдет. Надо на лифте спуститься, посмотреть, что там. Может быть, там какой-то костер быть должен. Или что-то в этом роде, ну потому что это какая-то херня. Просто в такую даль до босса бежать, это какая-то лютая хрень вообще. Странно, но я почему-то наверх поехал. Чтобы что? Костер. Ну, это срезка. Это срезка. Угу, я тут был. Ладно, пойдем Лоретту мочить.
можно пробежать, скорее всего. Да. Так. Тихее сразу же. Ок. Где босс? Так, ну он шустрый, но этот как он. Надо не спамить ударами и уворачиваться. Лоретта. У меня, кстати, есть этот как его, Лоретта. Почему я здесь не заметил этот рычаг? Этот костер явно я уже активировал. Надеюсь, тут в каждом лучике вот таком не будет по боссу сидеть. Больно жирно будет. Не будет никого. Не успел. Та-та-та. Так как у нас Лоретта пляшет на коне. Самая тема будет метеорита не достает. Во. Тихо. Да, вон она просто прыгает в разные стороны. Она, он, оно. Да ты падла. Слушай, за нее могут мечи дать вот эти. Хрена себе. Ах ты, я допить не успел. Но ее только этим, только метеоритами валить. Лоретта, если это не мужской род. Потому что он прыг. Он, она, оно. Так, ну да, я ж тут был. Это просто срезка. Что-то как-то мы половинку у него сшибаем и все. Че, поехали? А мне это явно не прокатит. О. Мне удалось уйти. Четенько прям. Под удар падаешь. Так, бахаем. Ай-яй. Я две фляжки с дуру бахнул. Бах. Все. Все, наваливай.
Все. Выпивам. Ай-яй-яй. Быстрее. Ваншот. Ну почти. Я долго тупил с фляжками, с переключениями. Одно, другое. Все, завалим. Надо лишнее все выложить. У меня только тихия была. Был. Коня уберем. Все. Ну и магию, в принципе, я не переключаю, так что сойдет. Прям надо это надо флягами просто скакать. Тудым-сюдым. Тут похилиться. Там восполнить ману и все. Давай, поехали. Ну, дает мужики, кстати, серьезные, которые ходят. По-моему, они тоже могут ваншотнуть. Быстрей. Ходим. А так его сбил. Стрей на меня прям бежит. Серьезно, две? Так, ему осталось-то понты. Ему, ей, я не знаю, кто это. А рыцарь, значит, это мужик. Все, подох мужик. До свидания. Мастерство Лоретты. Ага. Боевой серп. Ну, то есть можно заряжать теперь не один выстрел с лука, а теперь их там 4 или 5, что ли. Штука прикольная, но много маны жрет. Не подходит. Так, чего? Костер зажигай. В чем дело? Костер почему-то не работает. За глюк. Здесь хотя бы игра засчитала то, что я эту Лоретту завалил. Его. Блин, почему? Ну все, я уже, короче, привык, что это баба, значит он будет бабой. Ля, какое дупло. Что замечательно. Идем в центр. Слушай, ну возможно будет еще один или то и два босса по дороге. Что дадут?
Слушай, ну я уже типа 2 оружия могу точно прокачать еще сверху. Прокачать еще до максималки. Игра прям зазывает на НГ+. Охрененно здоровая локация, кстати. Эльфаэль, опора святого древа. На Нарлонду похоже. Причем очень сильно вообще. Там костер. Ну там еще и чувак стоит. Так. Не будем рисковать. Надо до костра адекватно добраться. Прикинь, ты на Лоретту просто взял и спустил все, что у тебя было. Ну, там, оружие, эти всякие хилки. Тут тебе такой моб попадается просто, который тебя унижает. Тебе бежишься заново. Ну, по крайней мере, Лоретту опять мочь. Ну не Лоретту, а вот с костра Лоретты. Так, давай мы прокачаем левел. Что-нибудь такое надо вкепать. Ну, допустим. Думаю, хватит. Сколько надо? До уровня. 227. Еще где-то 9 тысяч. Как раз. Сейчас, в принципе, сейчас можно качаться с босса. А глядишь, несколько левелов поднять, и можно будет прям какую-нибудь серьезную броню одеть. Хотя это... Что какой? За борзые чуваки. Кто такие? Я вас не знал. Короче, это отдельный город еще. Я думал, что я уже Макелу сегодня попробую помочить, но нет. Походу до Микелы еще как до Китая рака. Не знаю. Бежать еще далеко стопудово. Кто знает, может быть, к боссу надо по веткам шагать.
А меня 8. Так, там я вниз вообще. Так, внимательно, за всем надо следить. Останусь я. Опять без манны. Посередине уровня. Блин, а хрен его знает тоже, куда, в какую сторону идти. Ну там какой-то проход есть. Я оттуда пришел. Так, да, я оттуда пришел. Там подъем наверх куда-то. А ты что светишься-то весь? Ну, видимо, какой-то волшебный, да? Прям как я. Ошибись, там еще и босс дерева. Ну, если получится, пойдем к дереву. Ага. Разводила не разведешь. Эй. Разводила манна кончилась. Внезапно. А этот уже там воюет. Плохо дело. Но он типа так-то может тебя убить, пока ты до него только бежишь. Вот. А пускай там сидит, короче. Да, походу тупик. Если под сундуком никаких проходов нету, тогда... Да, я понял, что он сломался. Магия. Точнее, это молитва какая-то. Ну и чё, и чё? Надо туда как-то попасть. Ну как? Понятно. Блин, там еще и ход наверх есть. Зашибись, подожди. Не поддается. Значит, наверное, надо наверх подняться. Я понял, что не поддается. Все. Забраться. Чувствую, я эту Микелу пару стримов искать буду. По количеству наполнено вот этого всего дела. Меч рыцаря Микела. Хорошо, спасибо, не надо. Так. Ага, вот.
то тогда проход мы исключаем. Как к дереву-то попасть-то? Просто сейчас меня дерево это заметит и убьет. Вот и все. Может так в наглую просто прыгнуть и все. Попробуй. Прокатил. Так, стой, стой, стой. Чё тихее не позвать? Он бы пригодился, кстати. Там еще один босс. Вы издеваетесь. Я не знаю потом, где мне манну брать. У меня через дверь замочит. Ну, ожидаем. Ёпа мать. Через дырку провалился. Замечательно вообще. Чё за мразь сам просто взяла и проход сделал? Ну как? Ну что такое? Все заново. Ай, бля. Просто все толпу надо заново. Как бы хрен с ними, с духами. Подожди. Снаряжение. Пушку сейчас напялим. Будем прыгать. Шаня в жопу со своими побегушками. Туда-сюда. Всю толпу валить, это бешенство какое-то вообще. Он не подпрыгнул во время прыжка. Ну, я говорю, то, что деньги тут нет. Уроны тут не сэкономить. Тут просто боссы наряду с мобами ходят спокойно себе. Ты как бы ничего с ним не можешь делать, только убивать. А подмогу ты звать себе не можешь. Замечательно. Так, ну кошка при мне, в принципе. Остальные не слышали, да, призыв? Так, отсюда, да? Я падал. Мне кажется, нельзя будет дерево завалить с вот отсюда где-нибудь.
Тоже дерево. Спасибо, что прыгнул. Так. Кстати сказать. Так. Хей не призывать. Это все напоминает первую часть, наверное, это отсылка на первую часть. Когда ты с демоном бьешься на узком мосту, самый-самый первый босс, первая часть. Оп. Когда ты бился с этими деревьями, бьешься каждый раз, ты можешь их обходить по кругу. Но когда ты скачешь по прямой от них просто практически не уйти вот от этого удара, который шотает, и все по твоему направлению летят. Наводящиеся вот эти вот штуки. Я не знаю, что делать. Либо лупить это дерево сверху, прятаясь везде. Давай, наверное, попробуем, да? Сейчас мы метеорами попробуем замочить. Вдруг получится. Дадим ему среагировать. Нет, он не реагирует. Я не знаю, как мне от него убежать потом. Все, да, он там стал. Я шагов не слышу. Блин, он просто медленно идет. Ой, блин. Так. Вдруг повезет. Я не достаю. Чуть-чуть. Ну и все, он свою херню применяет. И добивает. Надеюсь, я Микелу не пропустил.
Так, торопимся. Торопимся. Может быть, я успею на дерево. Так, сюда. Сюда. Достаточно его приманить просто. О. Воу-воу-воу-воу. Ну тут просто артиллерийский он мочит и мочит вообще без остановки. Не, это надо вниз спускаться, как-то уходить. Ну, у меня есть полчаса на придумывание тактики. Подожди. Ну-ка. Если я не могу призвать этого своего фантома, давай кого-нибудь так призовем. ГР какой-то. Нельзя помощника. Элса. Я думаю, на двоих-то мы хотя бы разнесем дерево это ссаное. Ты куда? А. Он с катаной бегает. Так, ну и чё, куда он побежит дальше? Это мятежник начинает вторжение. Я так понял, ждем фантома, да? Призвал кого-то. Че он носится? Что дерево, чувак, мочить? Вот плохо, что нет голосового чата. Да хоть какого-нибудь чата. Ладно. Надеюсь, он знает, куда идти. Кстати. Так. Вот падла, а. Фантом там вообще был в тему просто. Я думал, мы будем дерево убивать. Скорпион. Он тут вылезает. Я пока мелочь поубиваю.
есть ты призываешь чувака. Вместо него еще, ну, и чувак появляется. И еще кто-то. Пошли. Мне сдается. К этому дереву надо по-другому подходить. Долго бежал. Вот в этом и плюсы магии, то что ты можешь добраться. Чё, кто? Вот суки, а какие. Блять. Чего их там два? Ну один, блин, да. Как это бесит. Один прям за стенкой торчит, и все, ты его никогда не заметишь. Обидно, а чувак тоже, по-моему, забыл про него. Пробежал мимо. Так, давай самостоятельно. Так, ну, на этих похер, в принципе. Или нет? Ну, надеюсь, не достану. Да. Так, там по прямой точно. Как бы все. По идее, я вообще должен как-то внизу вылезти. Так, где ты, сволочь? Кометы. Да давайте, смотри на него. Надеюсь, рыцари закончились. От чувака такой звук сходит. Блин. И, короче, вся толпа. Так, еще один, я его видел, он там спрятался.
Короче, как бы к дереву можно бежать, но это очень рано. По идее, насколько я понял, ты дерево должен открыть, дойти до дерева почти в самом конце. Так. Сюда можно, но не обязательно, да? Там все ниже. Еще он туда можно. Давай, чё? Раз уж изучаем. Я просто думал, что сегодня прям это будет секретная локация, и она будет не очень большой. Сегодня у меня получится, ну, если не убить, то хотя бы посмотреть атаки этой Микеллы. И как бы это, по возможности ее и завалить. Но, видимо, не судьба. Будем город проходить. А он как бы вообще не маленький. Ну, даже побольше Орландо будет. Все, тупик. Да. Сорян. Они убили меня с двух сторон. Да. Случайно упал. Блин, опять все заново. Давай кого-нибудь призовем, побыстрее дело будет. Чё, кого? Коко. Выходи, Коко. Тут очень много мобов на квадратный метр прям ходит. Здоров, Коко. Коко у нас двуручник. Да ладно тебе, ну ладно, пускай идет. Не будем запрещать Коко убивать всех. Душ один хрен нам на двоих прилетает. А, это души пролетели. Я думал, фляги восстановили, но нет. Только не туда. Не беги тут. Вот он упал. А нет. Не поспевает Коко. Да, он носится. Что ты хочешь? Она, походу, прям решил всю локацию зачистить. Да. Но там все равно тут. Что за война?
Чувачка не добили. Идем, пойдем. Чего мы сюда носились, я не знаю. Кстати, нам не в ту сторону. Ну, Коко сразу пошел на дерево, короче. Да. Не, слушай, если ты его отвлечешь, то будет замечательно. Хрена он там по полной программе приготовился. Ну давай, я тоже пляжечку бахну. Давай, Коко. Вместе мы сила. Все, хана дерево. Делаю посох. Я думал, проход какой-то будет. Еще один драконий кузнечный камень, но ни хрена дело. Возможно, это дерево появится заново, если еще раз бежать. Он как-то туда неуверенно подошел. О, еще один. Ну-ка давай мы его ледяным. Нормально. Заманали, так сказать. Чё, кто? Нет. Ну, Коко. Коко, ты почему умер? Как идиот. Нам будет его не хватать. По-моему, вообще не сюда надо прыгать. Да, ну тут не долетишь. Уже видно. Блин, кстати, а как тогда? Тихо, тихо. Высоко. Сюда можно спрыгнуть. Вот этой падлы точно не хватало тут. Так, она ушла куда? Ожидаемо. Она всегда у нас шотает. При любой встрече надо... Ой, тут их еще и две. Замечательно вообще. Это какой-то вообще, я не знаю, этот город бешеный просто. На него отдельный стрим нужен, это точно. Давай просто посмотрим.
Но, по-моему, дерево не ходит. Так, стой, ну а если дерево не ходит? То по идее идти-то надо по прямой. Точнее, вот сюда. Так. Тихо, тихо, тихо. Просто мобья тут полно, конечно. Ах ты, падла. Он взорвался возле меня. Не. Это надо, короче, в следующий раз будем проходить этот город. Не знаю, там, может быть, кого-то призывать, может быть, еще как-нибудь. Может, одному самостоятельно. Но что-то как-то, я не знаю, я сейчас просто не успею. Поэтому будем заканчивать. На этом спасибо за поддержку, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если что-то случается с Ютубом, тогда увидимся на Трово.